Всем привет, мы в Батуми, значит, время с пути составило от Тбилиси до Батуми на поезде в районе 6 часов, и могу сказать, что поезд очень комфортабельный. Хотели мы выехать чуть раньше, а получилось нам только в 6 часов забронировать поезд, и мы приехали только к 10 часам вечера, поэтому я ничего не записывал, соответственно, и Батуми вам сегодня обязательно покажу. Значит, по Грузии немного поясню, чтобы было понятно. У нас что-то будет типа влога, потому что мы запланировали сюда такой небольшой довольно-таки приезд, и у нас несколько дней получилось в Тбилиси, и несколько дней будет в Батуми. У нас получается типа знакомства, мы обычно делаем как? Мы сначала просто знакомились со страной, приблизительно понимали, что как, а потом в следующий приезд ехали, значит, уже на более длительное время, если нам страна зашла, или, сказать, можно больше без сленга, понравилась. Соответственно, могу сразу сказать, что Грузия нам зашла сразу же с первого дня, буквально с первого часа. Поэтому мы обязательно, если будет возможность, обязательно сюда вернемся. В области 1000 рублей, я могу сказать, просто превосходное жилье, реально именно в плане цена-качество. С видом на море. Это лучше сразу показать, конечно. С видом на море и на Колизей. Мы, правда, не знаем, что это такое, наверное, гостиница. Еще не прогуливались так, еще не знакомились. Но обязательно все расскажем. Город очень маленький. Когда мы вчера на вокзал на ЖД приехали, вышли и увидели его ночью, свет огней показывал приблизительные границы этого города. Размеры скромненькие, но могу сказать, касаемо набережной, которую здесь отбабахали, такая роскошная широкая дорожка для прогулок. Кстати, параллельно идет отдельно совершенно красная такая дорожка для двухколесного транспорта, который я только что показал. И для пеших прогулок просто здесь двухполосная такая полноразмерная дорога для людей, которые любят на своих двоих прогуливаться туда-сюда. Значит, что еще хотел сказать, что вообще сразу с самого начала бросается в глаза, это что город находится в такой некой небольшой равнине, а по бокам горы. И вот сейчас солнце светит, жара вообще такая серьезная. А вы можете наблюдать, я не могу сейчас это приблизить, конечно, вы можете наблюдать в эту сторону, если смотреть, от моря горы и снег лежит на верхушках. И если смотреть, как я говорил, если вы не смотрели предыдущие наши видео про Индонезию, обязательно заходите. Про Бали я говорил, когда мы катались на серфинге. Вы сидите на серфе, смотрите, и вулканы у вас видны. А здесь вы ходите на пляж, и видны горы. Просто идут горы с верхушками белыми. Вообще тоже офигенные панорамы. Очень приятный маленький городок, очень уютный. Кафешку только что зашли по дороге. Кстати, их встречается тут немало. Молодцы, очень грамотно подходят, креативно. Вкусный, вкуснейший просто кофе. Один из, наверное, вкуснейших, которых мы пили. Я люблю крепкий. Flat White взяли и капучино.
Ну и, конечно же, точка будет под видео внизу, как обычно. Идешь вот по такому очень уютному городку. Казалось бы, он такой вот, если в некоторых местах уже старенький такой, да, где-то уже прям требует капитального ремонта дома, но люди стараются все держать в чистоте, и поэтому приятно очень находиться здесь. Уже сейчас понятно, что видео вообще может быть просто огромным, растянутым, но постараемся сжать, конечно, это все. Но если говорить про съемки, про кадры, про места, которые здесь можно показывать, но они здесь вообще реально просто на каждом шагу, поэтому не будем растягивать, постараемся, как обычно, в ускоренном режиме, чтобы вам не наскучило, но чтобы вы увидели как можно больше, потратив как можно меньше времени. Бросается в глаза ширина вот реально прохожей части для пешеходов. Здесь реально тротуары очень широкие, и в каждом месте дорожка выверена для велосипедиста, для того, чтобы прогулка была комфортна с обеих сторон, никто никому не мешает. Статуя Али Нино. Идея ее создания берет начало со старой истории любви между грузинской девушкой Нино и азербайджанским парнем Али, которые кроме разной национальности были еще и разного вероисповедания, соответственно, чего не могли принять их семьи. На протяжении всей своей жизни они старались быть вместе, преодолев все преграды, влюбленные женятся, но в финале герой погибает, оставляя героиню на руках с маленькой дочерью. Всю эту жизненную трагедию передают их железные образы за 10 минут. Чача – крепость. Искушенного гурмана, конечно же, не удивишь предложением отведать чачи. А если вам предложат выпить чачи из фонтана, как вы думаете, понравится вам это или нет? Теперь на набережной Батуми построен Чача Тауэр, 25-метровый фонтан в форме башни. Но самое забавное, фонтан действует, и бьет из него не вода, а самая настоящая чача. И любой желающий может подойти и совершенно бесплатно попробовать. Правда, работает фонтан лишь 15 минут в неделю, но каждый раз для дегустации предоставляется напиток нового производителя для привлечения туристов и роста популярности чачи. Площадь Пьяцца – центр проведения культурных и развлекательных мероприятий, концертов, официальных приемов, место популярных ресторанов, баров и кафе. Она отличается своими художественными росписями и необыкновенными образцами мозаичного и витражного искусства. Строительство этой площади завершилось в 2010 году в рамках программы реабилитации исторических районов и туристической инфраструктуры Старого Батуми.
Башня грузинского алфавита. Грузинская письменность уникальна своим прошлым и настоящим. Грузинский алфавит входит в число 14 мировых алфавитов. Народ Грузии с древнейших времен выражал свою любовь к этому символу национальной идентификации в различных произведениях искусства. В 2012 году в Батумском парке чудес был возведен один из прекраснейших образцов архитектуры, посвященный грузинскому алфавиту. 130-метровое полностью металлическое современное строение, которое лентами опоясывает все 33 буквы грузинского алфавита, представляет собой конструкцию, схожую с клеточным ДНК. В верхней части этой башни располагается вращающийся ресторан, обсерватория, а также телевизионная студия. Вкратце пробежимся еще обязательно по вкусным местам. Чурчхелу я сейчас чуть попозже покажу. Сейчас мы подошли к одному из самых вкусных морожен, вообще, которые здесь в Батуми есть. Попробуем сейчас и расскажем, как это. Вкусно, нет? На самом деле оно является, нет? Мы, в принципе, любим мороженое, являемся ценителями его. Очень вкусное было мороженое и очень вкусные десерты. Кстати, чаечек тоже зеленый однозначно возьмите, к десертикам будет очень приятно. Ну, так что вот так вот меточка будет, как обычно, под видео. Ну вот сзади меня это то самое место, где можно купить чурчхелу, очень вкусную, однозначно советуем. Почему так уверенно говорю? Во-первых, мы попробовали, и мы любители, так сказать, этой вкусняшки. Ну и плюс ко всему у нас как бы здесь небольшой гид, местный житель, и поэтому все места, которые мы вам советуем, это любимые места самих местных. Чтобы не городить, чтобы не было так все тяп-ляп, мы сегодня, как я уже сказал, просто гуляем. И обязательно следите за нашим каналом в ближайшее время. Ну, мы надеемся, что мы посетим Грузию уже более так подробно. Все-таки этой стране необходимо много времени. И необходим грамотный подход, потому что здесь очень красиво, и если говорить про здешние места, здесь это все хочется вальяжно делать, не хочется никуда торопиться, хочется просто наслаждаться каждой точкой города. Город небольшой, могу сказать, что его можно обойти за один день вдоль и поперек, но очень красивый. Напоминает мне и Тбилиси, и Батуми очень нашу Василеостровскую старую деревню. Если говорить про сам Тбилиси, кто был в Санкт-Петербурге, могу сказать, что обязательно съездите, я советую, очень красиво. И если сравнивать Василеостровскую и Тбилиси,
Прям, ну, реально можно проводить параллель на некоторых улицах. Это что-то вообще прям очень близкое. Но вот касаемо Батуми, мне напомнил этот городок Крестовский остров, где вот сейчас такие премиальные дома. Здесь все застраивается довольно-таки серьезно, красиво. Будет в ближайшие 5 лет уже как бы проекты. Мы общались с местными жителями, проекты здесь и задумки очень серьезные.